Обязательные элементы продающего сайта отеля. Иногда становится просто удивительно, сколько денег люди способны выкинуть на создание бесполезного сайта, начиная от дизайна за несколько тысяч долларов и заканчивая многими тысячами страниц содержания, запутанной навигацией, пустующими форумами, неработающими чатами и прочим. Мы склоняемся к той точке зрения, что сайт должен быть лаконичным. Он должен предоставлять пользователю только ту информацию и только те возможности, которые в итоге приведут его к заказу. Какие же элементы должны быть на сайте отеля обязательно? Давайте рассмотрим. Первое и главное – контактные данные. Они должны быть всегда актуальны. Поменялся телефон, без промедлений меняем его на сайте. Контактные данные должны быть сквозными, то есть видимыми с каждой страницы вашего сайта. Самый простой вариант – расположить их в шапке вашего сайта. Зачем так? Зайдя из поисковика на любую внутреннюю страницу вашего сайта, пользователь должен иметь возможность связаться с вами, даже если он в дороге и у него закончился интернет. На отдельной странице оформляем карту проезда к вашему отелю от ближайших аэропортов и вокзалов. Для автомобилистов с навигаторами указываем GPS-координаты. Для пеших гостей указываем номера маршрутных средств и их стоимость. Не лишним будет указать количество остановок, которые нужно проехать, чтобы попасть к вам. Если к вашему отелю ведут дороги с поворотами, приложите фотографии ключевых точек пути. Ваши гости будут вам благодарны. Второй основной момент, который должен присутствовать на сайте, это форма бронирования и оплаты. Гость должен иметь возможность оплатить заказ хотя бы с кредитной карты. Сейчас не лишним будет также обеспечить возможность принятия электронных денег. При этом вам не обязательно заводить десяток электронных кошельков. Существуют сервисы, которые позволяют принимать практически все виды электронных денег, которые будут переводить их к вам на расчетный счет или на один электронный кошелек. Примером может служить такой сервис, как Робокасса. Комиссия этих сервисов не превышает 5%, и это совсем немного за возможность приема любых электронных валют. Третье. Удивительно, но об этом часто забывают. На вашем сайте обязательно должен присутствовать перечень услуг с актуальными ценами. Причем это не только стоимость номеров. Цены должны быть приведены в том числе на такие услуги, как глажка, трансфер, пользование интернетом, если он платный, детские кроватки, дополнительное оборудование, завтраки и другую мелочь. Если в вашем отеле есть ресторан, стоит обязательно описать его меню с ценами и распорядок работы. Если есть спа, разместите описание процедур с указанием цен. Не пытайтесь приятно удивить клиентов наличием различных услуг, обязательно укажите их на сайте. Четвертое. Фото номеров и прилегающей территории. Даже если у вас крошечные номера, а отель расположен в индустриальном центре, все равно размещайте на сайте фотографии. Вы не знаете, что именно нужно вашему гостю. Возможно, его идеалы не совпадают с вашей любовью к расположению на берегу моря в парке. Фотографии номеров более чем в 2 раза повышают конверсию сайта. При этом фотографии должны быть распределены. К описанию каждого номера должна идти своя фотография. Не стоит фотографировать только холл и номера люкс и размещать их в общей фотогалерее. Сфотографируйте каждый номер. Так, видя реальные условия проживания, клиент способен моментально принять решение о бронировании. Не видя их, он просто уйдет на сайт соседней гостиницы искать более подробную информацию. На главной странице вашего сайта на первом экране без необходимости прокрутки должны быть доступны эти главные элементы. Контакты, ссылка на прайс, возможность онлайн-заказа, спецпредложения, акции, перечень услуг или номеров. Это набор минимум для отелей, которые ориентируются на внутренний рынок. Если у вас бывают гости из-за рубежа, к этому минимальному набору добавляются еще 2 пункта. Мультиязычность. Помимо русского, вся информация для просмотра должна быть доступна на английском языке. К универсальному глобушу также хорошо добавить язык тех стран, на которые ориентирован отель. Так, гостинице в Питере целесообразно визуализировать сайт на финском языке. Для крымского отеля третьим языком логично выбрать турецкий. Опцию смены языка обычно реализуют с помощью флагов или аббревиатурного обозначения страны. Мультивалютность – крайне важная опция сайта. Но не знают европейцы, например, курса евро к рублю или гривне. И чтобы оценить уровень цен в отеле, им придется запомнить цену интересующего номера, уйти с вашего сайта, найти курс валют, пересчитать стоимость, вернуться на сайт отеля. В этой длинной цепочке потерялся не один потенциальный клиент. Помимо национальной валюты, цены необходимо указывать в долларах, евро и в валютах тех стран, откуда вы наиболее часто принимаете гостей. Вот, например, сеть отелей Hilton дает возможность выбрать валюту в момент просмотра свободных номеров. Рубль легко меняется на доллар, потом на фунт стерлингов и так далее.
Не крепите к сайту форум, онлайн-чат, группы в социальных сетях, если у вас нет отдельного маркетингового отдела. Они будут пустовать и нанесут больше вреда вашему сайту, чем пользы. То же самое относится и к новостным лентам. Все самые актуальные предложения ваших услуг можно разместить на главной странице в специальном слайдере или в рекламных баннерах. Причем делать их не обязательно в технологии Flash, так как на подавляющем большинстве мобильных устройств Flash не воспроизводится, и многие пользователи просто не увидят ваших замечательных предложений. Дополнительно на сайт можно и нужно добавить, если есть возможность, дипломы, аттестации, раздел «Пресса о нас», описание местных достопримечательностей, услуг ваших партнеров, экскурсии, трансфер, описание объектов на прилегающей территории, план отеля, презентации, PDF-файлы рекламных буклетов. Их очень удобно скачивать менеджерам, когда окончательное решение об отеле принимает директор. Актуальным для посетителей сайта будет также погодный информер для отелей, которые расположены на морском побережье, с указанием температуры воздуха и воды. Вот, собственно, и все. Хотя нет, забыли книгу отзывов. С одной стороны, нет ничего лучше для репутации, чем реальные рекомендации гостей отеля. Смело располагайте их на сайте. С другой стороны, нет ничего лучше для развития, чем конструктивная критика ваших клиентов. Именно от них вы узнаете о всех узких местах вашего сервиса, о которых ранее могли даже и не подозревать. Если после каждого элемента сайта, описанного выше, вы мысленно ставили галочку «Вроде это есть», поздравляем, у вашего отеля хороший продающий сайт. Однако не расслабляйтесь, успешное продвижение в интернете сайтом не заканчивается. Поисковики отелей, рекомендательные сервисы, социальные сети для путешественников, интерактивные карты, мобильные геолокационные приложения – как все это многообразие использовать для привлечения гостей, смотрите в следующих наших видеороликах. Удачи вам в вашем отельном бизнесе!